Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем разговаривать о медитациях и о гипнозе. И я не буду рассказывать классическим таким образом, как это все влияет на организм и так далее. Единственное, что я расскажу именно о научных исследованиях, что происходит в организме, и логически, как я вижу именно, как работает эта техника. Мнения по поводу медитации и гипноза, они разделились. Кто-то считает, что это совершенно разные техники, кто-то говорит, что это в принципе одно и то же. И я больше согласна со вторыми. Для меня медитация это более легкое такое трансовое состояние, а гипноз это более глубокое трансовое состояние. И если опираться на научные исследования, то воздействие на организм от медитации и гипноза, оно схоже. Что происходит с человеком? То есть это научные исследования. Снижение частоты дыхания, увеличение базального уровня сопротивления кожи, усиление частоты ритма волн в мозге, снижение уровня лактозы в крови, снижение кровяного давления и частоты пульса. Вот что происходит с организмом. Да? Кому показаны медитации? Как по мне, так они показаны всем. По сути, они показаны невротикам, людям с истероидной акцентуацией характера, очень тревожным, невнимательным, с СДВГ там и так далее. В общем, на самом деле показаний очень много, а по сути у нас у всех есть какие-то легкие, скажем так, отклонения, если можно это так назвать. Ну, то есть они в норме. Такие легкие отклонения в радиусе нормы человека. Потому что, например, если взять психически прям вот здорового, то таких я не видела. Есть недообследованные. А по факту у всех у нас, как бы мы живем в социуме, кто-то кого-то когда-то обидел, что-то не то сказал, какую-то психотравму нанес и так далее. Там даже в детстве родители неосознанно могли там как-то так нам что-то сказать, что несло какой-то нам ущерб, например, там по самооценке и так далее, нарушило каким-то образом стрессоустойчивость. Вот. И, в общем-то, вот прям идеально здорового я, например, такого не видела. Не знаю, возможно, есть. Где-нибудь живет в горах. Вот. И дзен у него полный, и нету никакого ощущения тревоги абсолютно. А так, по сути, всем. Что происходит в моменте медитации? На самом деле мы в течение дня несколько раз обязательно погружаемся в состояние медитации. Ну, например, когда мы зависаем, сидим и как-то вроде бы как задумались, но мыслей нет на самом деле. То есть если задумались, то это уже не то состояние. Если задумались, именно какие-то мысли крутятся, это не то. Как раз таки медитация – это избавление от вот этой мыслительной жвачки. Мы постоянно думаем, переживаем какие-то страхи, пережевываем какую-то информацию, перетоптываем какую-то ситуацию и в вечной тревоге находимся. Потому что мы живем в социуме, мы со своими проблемами, мы переживаем, у нас есть страх будущего там, и так далее. И мы находимся в этом состоянии. Это состояние некомфортное, оно состояние тревоги. Основное количество времени мы пребываем в этом состоянии. И тот момент, когда мы задумали, как бы вид такой, что задумались, я сразу вижу это вот по человеку, что он вот в это состояние зашел. Но это такой отсутствующий взгляд, человек ушел. Видно, что он ушел в никуда. Куда-то вот он ушел, взгляд как-то вот отвелся, он вроде бы как с тобой, но его нет. Вот. И это как раз-таки состояние транса. Нет мысли, просто завис. Особенно часто по утрам можете обратить внимание, утром сидишь, кушаешь там, допустим, что-то, потому что ты еще со сна не совсем вышел, и вот это как раз-таки это трансовое состояние. Что как раз-таки происходит? Как раз-таки мы вытаскиваем себя из этого состояния тревоги и погружаем свои мысли вовнутрь себя или вовне себя, переключаем свои мысли на, допустим, я вот недавно закинула медитацию на расслабление, мы сканируем свое тело, переключаем мысли на тело, на свое, и у нас уходят те тревожные мысли, потому что мы заняты как бы другим, да, мы переключили мысли на тело, мы его просканировали, да, когда вы делаете, кстати, эту медитацию, прям постарайтесь увидеть свои мышцы, мысленно представляйте их, как вы идете по своему телу, по своим мышцам, как они выглядят, вы можете их, у вас может быть своя фантазия и каким-то своим образом представить, любым цветом.
И это поможет именно погрузиться в это состояние и действительно уйти от своих мыслей. Если вы чувствуете, что у вас бах, выкинуло свои мысли, а помыла ли я там посуду, почистила ли картошку, раз опять возвращайтесь, возвращайте. В идеале вы должны прийти к тому, что вас не выкидывает из медитации в мысли, а именно погрузиться полностью, побыть в этом. Там медитация всего 12 минут. Мне нравится так сейчас на данном этапе моей жизни 12 минут. Вообще они обычно дольше, бывает и по 40 минут, и по часу. Кто-то записывает. Для меня они слишком длинные, я вообще быстрый такой человек. Возможно, это сейчас так, возможно, будет по-другому. То есть, если я с клиентом буду работать, то я, естественно, буду опираться на его ощущения и желания. Но так как это мой канал, я делаю тут так, как я люблю. Я люблю такую, я ее сама разработала, эту медитацию, и сделала такой, как комфортно конкретно мне. Если вам комфортно, например, другой ритм, режим, то вы можете поискать еще варианты. Кому-то надо помедленнее, и выбор есть. Можно в интернете вбить, поискать, какой вам комфортно. Если вам, допустим, некомфортно такая быстрая. Она достаточно быстрая у меня медитация, короткая. Мне нравится именно так. И вы выходите из своих тревожных мыслей, пребываете в этом состоянии отвлечения, скажем так, переключения внимания. Соответственно, эти все процессы происходят в организме, даже изменения, да? И в этот момент больше работают подсознательные какие-то процессы. Вы себе можете говорить какие-то аффирмации, которые глубоко входят в ваше подсознание, и они уже потом работают на вас. То есть в чем хорошо, когда вы ушли в медитацию посреди дня, раз задумались, то ничего не происходит, вы просто вас вырубило на момент. Возможно, происходит момент переключения внимания все-таки, да, какое-то от тревожных мыслей, но полезного кроме этого ничего нет. А в процессе медитации, когда вы осознанно туда зашли, то вы еще и можете себе мысль какую-нибудь толковать, что я справлюсь со всем, я молодец, у меня все получится. Допустим, какая-то конкретная, если есть цель, вы можете себе подсказать, что вы хотите. Вы можете себе помочь в вашей жизни. Когда еще бывает медитации в жизни? Например, когда мы собираем грибы. Мы отвлечены. Почему это все полезно делать? Почему раньше вообще меньше было всяких тревожных расстройств и так далее? Люди раньше занимались физическим трудом, грибы. Я иду, ищу гриб, каждую травинку смотрю. У меня нет мысли, у меня нет времени подумать о каких-то... я могу выскочить в какой-то момент на какую-то мысль, но в основном я в поиске гриба, я его ищу, хочу там срезать и так далее. Ловля рыбы. Там, конечно, тоже периодически бывает выскакивание, но в целом медитативное такое состояние. Закидываю удочку, у меня мысль о рыбе, где же эта рыбка, когда же клюнет. Мысль об этом, а не о своих переживаниях. Такие интересные наблюдения. Я почему говорю, что схожесть вижу, потому что я это ощущаю. Мы недавно пошли собирать грибы, я поняла, что, я сейчас, оно, насколько оно полезно. Ты выходишь из этого состояния, это очень полезно делать. Я почувствовала, насколько для меня это полезно, насколько для меня это ресурсно. Намаз читать, молитву читать, то же самое. Выходим из этого. Почему это полезно делать? Видите, тоже не просто так это было придумано, тоже в религиях, да, это очень полезно. Почему люди, которые читают намаз, спокойней? Допустим, он не читал намаз, и там был нервный, психованный, 5 раз в день они уходят в это состояние. Они читают намаз, еще и полезные какие-то идеи вкладывают. Там больше опора, конечно, на Бога, что он просит, допустим, у него. Спасибо говорит за то, что он ему уже дал, и просит, допустим, чтобы были здоровы все и так далее. И уже это подсознательно действует, что все должны быть здоровы. Но только там больше опора на Бога, а в своих медитациях обычно, я, например, опираюсь на, что у меня все получится, на себя больше, да, рассчитываю. И себе внушаю, что у меня все получится. Не Бог мне даст, да, а у меня все получится. И они успокаиваются от этого, они отключаются от своего внешнего мира на какое-то время и себя чувствуют спокойнее. Я, в общем-то, очень уважительно отношусь к верующим людям. Мне нравится вообще история, где человек за свою идею, он верит, и он действительно соблюдает все пункты. Да? Допустим, если он верит, то и соблюдает все, то я очень уважаю таких. Конечно, если я верю, завтра пошел убил, а сегодня я читаю молитву, то для меня это лицемерие. Или допустим, я читаю намаз 5 раз в день, при этом изменяю жене, допустим, ворую и
как бы все это у них, вот это вообще не понимаю, как клеится. К таким нет уважения, это лицемерие. А вот кто действительно верит и все соблюдает, лично я таких людей уважаю. Вот. Ну, то есть в чтении молитвы и намаза тоже та же самая медитативная ситуация и эффект дает. Все, кто читают намаз, они становятся спокойнее. Вот обратите внимание, вспомните своих знакомых, кто стал молитву читать или намаз, что эти люди стали спокойнее. Точно так же, как люди, которые стали медитировать. Они тоже спокойнее, они уравновешеннее. У них было время переключаться от своих стрессовых ситуаций, и они уже априори более стрессоустойчивые становятся за счет этого. Вот, поэтому я вот записала маленькую технику медитативную. Если вам понравилось, вы можете мне написать, и я еще, возможно, запишу какую-нибудь интересную. Вот. Эта техника именно настроена на то, чтобы расслабить свои мышцы для восстановления своих мышц, для восстановления своего состояния, уход, опять же, от тревоги. Спокойно, чтобы мы могли уснуть. Кто не может уснуть. И наполнение энергией. Допустим, если у вас мало времени есть поспать, я сама их использую постоянно. Если, допустим, 4 часа всего есть поспать, надо утром проснуться бодрячком, ты делаешь эту технику и засыпаешь, более эффективно эти 4 часа сна проходят. Ну, еще хотела про цыганок пару слов сказать. Цыганки подходят обычно, и у них такая техника гипноза, расфокусировка называется. Они чем-то там звенят, в глаза смотрят, при этом руками размахивают, что-то еще у них какие-то запахи обычно исходят, может быть там андроспан какой-нибудь. И воздействие идет на все органы чувств. Там и сенсорные, притрагиваются, могут потрогать, погладить, при этом много говорят, мы чувствуем запах, мы видим ее движение кучу, и расфокусировка мыслей происходит, мы можем какую-нибудь хрень купить, например, не знаю, какой-нибудь от сглаза хренотень, например, или могут обыграть, насколько тоже человек внушаемый. Кстати, гипнозу поддаются все. Просто тут дело в том, насколько ты готов это делать, насколько ты расслаблен, насколько ты доверяешь человеку и хочешь ему с ним, в общем-то, сотрудничать и поддаться на это дело. То есть, если ты не хочешь, нет. Ну, конечно, есть крутые какие-то мега-гипнотизеры, которые могут, так из разряда фантастики больше, да, могут любого погрузить в гипноз. Вот. Но в целом, если человек не хочет, он не будет и под гипнозом и делать то, что он не хочет. То есть это вообще полностью его претит, да, его соображениям и его, в общем-то, восприятием мира. Ну, там, убить кого-то, если он не готов на это, не собирается, не планировал, не хотел, в общем-то, не убьет, да. Но в гипноз зайти и побыть в этом состоянии может любой, в общем-то. Было бы желание. Это, по сути, инструмент. Психотерапевт дает инструмент, а уже человек либо берет, либо нет. Либо хочет, либо нет. Либо готов, либо нет. Вот, в общем-то, вот так. Поэтому вот все, наверное, что я хотела рассказать о гипнозе и медитации. Вы как относитесь к медитациям? Я, кстати говоря, очень скептично раньше относилась к ним. А потом потихоньку начала делать, действительно почувствовала это, прочувствовала на себе, отвлеклась, почувствовала какое-то спокойствие, почувствовала, насколько работают аффирмации, которые я говорю именно вот в таком состоянии, в измененном. Я сразу чувствую по-другому себя. Я чувствую, как работают более эффективно, чем если я просто говорю: я прекрасна, жизнь хороша, посмотри на себя в зеркало и скажи, какой ты молодец. Это меньше работает, чем когда в именно состоянии гипноза, состоянии транса я нахожусь и себе говорю какие-то актуальные вещи, которые меня беспокоят. Вот и все, наверное, на сегодня. Всем спасибо, всем пока.